Здравствуйте, друзья! Это видео посвящено ответам на вопросы моих подписчиков. И первый вопрос, на который я хочу ответить: как ставить цели, как достигать их, как исполнять свои желания, как сделать так, чтобы не топтаться на месте, наконец-таки в достижении своей цели сдвинуться с места. То, что я буду рассказывать сейчас, не касается того, как понять, чего я хочу. Это видео будет посвящено тому, как достигать той цели, которая уже есть в вашей голове. Я дам вам 4 совета, если вы исполните все 4, и гарантирую, что ваша цель исполнится в самое короткое время. А начнем мы с того, что если в вашей голове появилось какое-либо желание, и оно не исполняется в течение недели, и вы не видите никаких сдвигов, значит, есть какие-то внутренние препятствия, и с ними нужно разобраться. 4 условия, которые необходимы для достижения цели, следующие. Первое. Четко и конкретно сформулируйте свое желание. Все, что крутится в вашей голове и сформулировано абстрактно или как-то примерно, не исполняется. Второе. Сформулируйте свое желание правильно, учитывая определенные правила и рекомендации. Третье. Когда вы сформулировали свое желание, проверьте его на соответствие другим своим целям и желаниям. Если одно противоречит другому, вы сами мешаете исполнению этого желания. Четвертое. Вложите достаточное количество энергии. Когда цель сформулирована, она нуждается в энергии. Если у вас будет достаточно энергии, поверьте, ваше желание будет исполняться очень быстро. Теперь подробнее о каждом из этих пунктов. Первый. Как нужно формулировать свои желания? Начнем мы с того, что вы берете лист бумаги и записываете свои желания. Перестаньте думать о том, что все, что крутится в вашей голове, исполняется. Ничего подобного. Бить нужно в одну и ту же точку, поэтому повторять нужно каждый день одно и то же желание. И не просто в общей цели, а желание конкретно сформулированное слово в слово, каждый день одно и то же. Поэтому вы берете обязательно лист бумаги и записываете свое желание. С этого начинайте достижение любой вашей цели. Второе. Учитывайте следующие правила. Начинаем. Не обращайтесь ко всем в третьем лице. Если вы формулируете свое желание, вы должны писать не «мой сын», «я», «мой муж», «мои дети», а конкретно называть всех по имени. Себя по имени, свою жену по имени, своих детей по имени: Василий, Ирина, Марина и так дальше. Когда вы формулируете желание, формулируйте его в прошедшем времени, так, как будто оно уже сбылось. Это значит, что я не буду ездить, я буду путешествовать, а я съездил, я побывал, я поехал, я купил, я переехал. И таким образом желание обязательно исполнится, если оно сформулировано в прошедшем времени. Но учитывайте правило, что есть желания длящиеся. К примеру, вы не просто устроились на работу, но и работаете там. Не просто прошли собеседование, но и приняты на работу. Поэтому, когда вы формулируете желание, четко понимаете, что вам нужно. Всегда это прошедшее время. Третье. Когда вы формулируете свое желание, формулируйте его позитивно. Не используйте частиц «не» и любых отрицаний, ваше желание должно быть позитивным. Четвертое. Учитывайте все существенные детали. Упускайте все, что не имеет значения, но все, что для вас критично важно, обязательно учитывайте. К примеру, вы хотите машину. Это не просто конкретная марка автомобиля, это год выпуска, это цвет салона, это цвет машины, это даже диски, на которых она. Все, что имеет для вас существенное значение, вы обязательно должны учитывать. Если это квартира, это не просто район города и количество комнат, это этаж, это направление света, на которое выходят окна, это соседи, которые вас будут окружать. Следующее. Упустите все несущественные детали. Все, что не имеет значения, пожалуйста, выбросьте из формулировки, потому что каждая деталь усложняет исполнение этого желания. Поэтому все, что несущественно, нужно выбросить. Часто это касается времени исполнения желания. К примеру, вы говорите: я путешествую 3 раза в год. Но это все должно быть более точно сформулировано, конкретно, когда вы поехали. Напишите не 3 раза в год, а напишите в мае, в сентябре, в декабре, потому что нужно абсолютно точно и конкретно формулировать желание. Когда вы просите максимум, просите большего, получите максимум. Это значит, что когда вы что-то просите, у вас есть определенная планка, реалистичная планка. Часто это касается заработной платы. Вы зарабатываете, к примеру, $500, и вы хотите, чтобы ваш заработок вырос в 4 раза. Но вы понимаете, что 2000 вы моментально не заработаете, поэтому прикиньте реальный вариант. К примеру, ваша зарплата может вырасти до $800 и добавьте еще чуть-чуть. То есть представьте реальную возможность, реальный потолок, и добавьте к этому потолку еще чуть-чуть. То есть просите большего, получите максимум.
Просите максимум, получите большего. Следующее. Ваше желание должно быть полезно как можно большему числу людей. Да, именно так. Вселенная любит, когда мы приносим пользу не только себе, но и окружающим. Поэтому чем большее число людей задействованы в вашем желании, чем большему числу людей ваше желание принесет пользу, тем лучше. Не всегда это возможно исполнить, потому что желание может касаться чисто вас. Но если такое возможно, обязательно включайте в свою просьбу как можно большее число людей. Следующее. Не просите денег, просите исполнения желаний. Вот это очень сложно дается нашим людям. Обычно мы думаем так: если я чего-то хочу, значит мы представляем, сколько это стоит. К примеру, я хочу поехать отдохнуть на Новый год в Таиланд. Это значит, нужно представить себе, сколько мне нужно денег на билет, сколько мне нужно на проживание, и просить конкретную сумму, и думать, как эта сумма придет ко мне. Совершенно не так. Вы просите исполнения желаний. Как это произойдет, не ваше дело. Простите за грубость, но это не ваше дело. Вселенная может дать это разными способами, поэтому доверьтесь ей, и пусть она даст это вам разными способами. Это может быть какой-нибудь подарок, это может быть сертификат, это может быть горячая путевка совершенно за другую сумму. Если вы хотите исполнения желаний, просите именно желания и перестаньте просить денег. Перестаньте думать, что на вашем столе должна лежать какая-то пачка, которую вы потом потратите. Если вам нужно, чтобы у вас появился новый ноутбук, вы просите новый ноутбук, а не $1000 на этот ноутбук. Если вы хотите новые сапоги, вы просите новые сапоги, а не $300 на эти сапоги. И так каждый раз вы просите не деньги, а исполнение конкретных желаний. Поэтому забудьте о том, что вам нужна большая зарплата. Вам нужно исполнение конкретных желаний. Как это произойдет, не ваше дело. Последнее. Избавьтесь от фраз и слов, которые не имеют никакого значения. Когда вы просите гармонии, счастья, здоровья, все это ни о чем. Вселенная не понимает конкретно, что вам нужно, потому что ваше счастье – это конкретное что-то. Это определенное самочувствие, это определенный материальный достаток, это определенное окружение, это определенные условия. Опишите конкретно, что входит в ваше понятие счастья. Что такое «я хочу счастья»? Я прошу у Вселенной счастья. Какое оно ваше счастье? Или гармонии. Я прошу гармонии в семье. Конкретно скажите. Опишите, что вам нужно, чтобы не было ссор, не было конфликтов, чтобы было взаимопонимание, поддержка, чтобы была любовь. Те понятия, которые можно как-то описать и пощупать. Все, что в вашей голове абстрактно, никогда не исполнится. Именно поэтому первый совет – запишите свое желание, а второй – сформулируйте его правильно. Когда вы его записываете, в вашей голове появляется конкретная цель, и на эту цель уже может быть направлена энергия. Пока в вашей голове туман, абстрактность, которая выражается в том, что я чувствую, что мне хочется счастья, мне хочется, чтобы было все легко, комфортно и приятно. Это ни о чем, и именно поэтому ничего не получается. Пункт номер 2, который влияет на исполнение вашего желания. Проверьте соответствие вашего желания, вашей цели, другим целям и жизненным принципам. Если одна цель противоречит другой или противоречит вашим жизненным принципам, она никогда не будет исполнена. Конкретный пример. Вы хотите зарабатывать больше, и в вашей голове представление зарабатывать больше – это значит больше работать. Вы хотите зарабатывать больше и думаете, что если зарабатывать больше, вы должны работать не 8 часов, а 10 часов. А при этом другая ваша цель – это свобода. Иметь больше свободного времени, чтобы уделять это время детям и семье. Итак, две цели начинают конфликтовать. Вы хотите больше свободного времени для семьи, и вы хотите больше зарабатывать. Пока вы не поймете, как эту большую сумму можно заработать, не работая больше, эти цели будут конфликтовать, и вы не сможете заработать больше. Или, к примеру, вы ищете вторую половину, вы ищете мужчину, но при этом вы не хотите терять свободу. Вы не хотите, чтобы кто-то появился в вашей квартире, в вашем доме, раскладывал свои вещи, не дай бог оставлял где-то грязные носки. Итак, у вас конфликт одной цели с другой. Вы хотите вторую половину, вы хотите мужчину, вы хотите любовь, опору, а с другой стороны вы не хотите терять свою свободу, вы не хотите терять свое пространство, которым распоряжаетесь сами и уже привыкли распоряжаться. Помирите
эти цели, и тогда они начнут исполняться. Если же ваша цель, желание противоречит жизненным принципам, исполнение невозможно. К примеру, вы хотите путешествовать, но у вас есть определенные жизненные принципы. К примеру, не рисковать. Вы не хотите рисковать своей жизнью, и для вас неприемлемо летать или неприемлемо путешествие на водном транспорте. И вы никогда не пойдете, у вас никогда не получится путешествовать. Почему? Потому что то, что вы представляете, путешествие, узнавание новых мест и страдания вот этого перелета, страдания этого кругосветного путешествия на лайнере, они несовместимы. И так вы никогда не исполните это желание. Почему? Потому что вы боитесь летать, это не соответствует вашим жизненным принципам, вы за безопасность своей жизни, а по-другому не получится перелететь в другую страну, тем более в экзотическую. Или, к примеру, вы хотите зарабатывать больше, вам предлагают не совсем легальные способы заработка. К примеру, серые какие-то схемы или абсолютно черные. И у вас возникает конфликт между вашим желанием и жизненными принципами. Итак, чтобы проверить, насколько ваша цель, которая сейчас сформулирована, соответствует другим целям, нужно ответить на 5 следующих вопросов. На эти вопросы нужно отвечать по шкале от 0 до 10. Первый вопрос. Насколько эта цель желанна? Вы должны ответить, насколько вы хотите достижения этой цели. Второй вопрос. Насколько реально достижение этой цели? Честно себе признайтесь, насколько реально достижение этой цели. Третий вопрос. Какие усилия нужно приложить? Насколько те усилия, которые нужно приложить для исполнения этой цели, комфортны для вас? Четвертое. Насколько вы считаете, что вы заслуживаете достижения этой цели? И пятый. Насколько я обладаю необходимыми способностями для достижения этой цели, исполнения этого желания? Теперь четвертое, последнее условие исполнения желаний. И это энергия. Вложите достаточное количество энергии, и ваше желание исполнится. Посмотрите людей, на которые достигли многого в этой жизни. Это люди с огромным количеством энергии, с большим запасом жизненных сил. И именно это является ключевым условием исполнения желаний. Ваша энергия, та энергия, которую вы готовы вложить в исполнение этого желания, она топливо для ее исполнения. Правильно вы сформулировали или нет, это имеет значение процентов на 20. Сформулировано это желание конкретно, это также плюс еще 10%. Насколько это желание противоречит другим вашим целям, это еще процентов 30. И самое главное, это то, сколько энергии вы вложили в исполнение этого желания. Что делать людям, у которых немного энергии? Что делать тем, у кого от природы не так много энергии? Нужно понимать, что для исполнения желаний у нас есть 4 вида энергии. Физическая – это та наша энергия труда. Вторая – это материальная энергия, деньги. Мы можем заплатить кому-то за исполнение нашего желания. Третья – это интеллектуальная энергия. Мы можем что-то рационализировать, придумать какую-то схему, и это ускорит исполнение нашего желания. И четвертая энергия – духовная. Эта энергия имеет самый большой коэффициент полезного действия. У нее самая большая сила. Но этой энергией обладают совершенно немногие, у этой энергии есть определенные условия ее использования. Если вы хотите научиться использовать не свою энергию, не материальную энергию, не интеллектуальную, а духовную, вам нужно учиться работать с этой энергией, нужно быть достойным, чтобы эта энергия протекала через вас. Система Рейки обучит вас тому, как использовать эту энергию. Вложите энергию в исполнение желания, она обязательно исполнится. Итак, 4 условия, о которых я только что сказал. Исполните все, и ваше желание обязательно исполнится. Понравилось это видео? Не забудьте на него отреагировать. Поставьте лайк, и если вам хочется узнать еще больше и каждый раз узнавать о новинках на моем канале, не забудьте на него подписаться. До следующего раза. Пока!